Майкл Ньютон. Путешествие души. Жизнь между жизнями. На канале Мыслеформс Татьяны Тор. Взгляните на все глазами бессмертной души. Глава 4. Отклонившиеся души. Есть такие души, которые были настолько серьезно повреждены, что отделились, отклонились от основного маршрута, которым следуют души, возвращающиеся к своему духовному истоку. По сравнению с общим количеством возвращающихся существ, число таких аномальных душ не очень велико. Однако то, что случилось с ними на Земле, весьма существенно, поскольку они серьезно повлияли на другие воплощенные души. Имеются два типа отклонившихся душ. Души, которые не принимают тот факт, что их физическое тело умерло, и сопротивляются возвращению в мир душ по причине личных душевных переживаний и тоски. И души, которые, будучи в человеческом теле, пострадали из-за криминальных действий или сами участвовали в них. В первом случае душа сама выбирает отклонение, тогда как во втором случае духовные гиды сознательно смещают эти души, отстраняя их от дальнейшего общения с другими существами на неопределенный период времени. И в том, и в другом случае гиды этих душ глубоко озабочены их реабилитацией, исправлением, но поскольку ситуации каждого типа отклонившихся душ довольно различны, я рассмотрю их по отдельности. Первый тип мы называем призраками. Эти духи отказываются возвращаться домой после физической смерти и часто неприятно воздействуют на тех из нас, которые хотели бы спокойно завершить свою человеческую жизнь. Эти отклонившиеся души иногда ошибочно называются демоническими духами. Их обвиняют в том, что они вторгаются в умы людей с губительной целью. Негативные духи стали предметом серьезного исследования в области парапсихологии. К сожалению, эта область духовности также привлекает бессовестных духов, связанных с оккультизмом, которые паразитируют на эмоциях восприимчивых людей. Беспокойные духи – это незрелые существа, которые не закончили свои дела в прошлой жизни на Земле. Они могут не иметь никакого отношения к живущим людям, на которых они воздействуют разрушительно. Это верно, что некоторые люди являются удобным и восприимчивым посредническим каналом для негативных духов, которые желают выразить свой ворчливый, раздражительный характер. Это означает, что кто-нибудь, находящийся в глубоком состоянии медитативного сознания, может случайно подхватить досадный образчик информации от развоплощенных существ, чьи формы общения могут варьироваться от пустяковых контактов до провокационных. Эти неустроенные души не являются духовными гидами. Истинные гиды являются целителями и не досаждают саркастическими посланиями. Как правило, эти назойливые духи привязаны к определенному географическому месту. Исследователи, которые специализируются на явлении призраков, указывают на то, что эти обеспокоенные существа локализуются в пространстве между низшими астральными планами Земли и миром душ. Согласно моим собственным исследованиям, на мой взгляд, эти души не являются ни потерянными в космосе, ни демоническими. Они решили после своей физической смерти остаться в пределах земного плана на период, длительность которого они сами определяют.
в силу высокой степени неудовлетворенности. По моему мнению, они представляют собой поврежденные души, потому что они демонстрируют растерянность, отчаяние и даже враждебность до такой степени, что не желают вступать в контакт со своими гидами. Мы знаем, что негативное, отклонившееся существо можно вразумить и укротить различными способами, такими как, например, экзорцизм, чтобы воспрепятствовать их вторжению в жизнь человеческих существ. Одержимых духов можно убедить уйти и в конечном итоге вернуться должным образом в мир душ. Если существует мир душ, подчиненный определенному порядку, имеющий духовных гидов, которые заботятся о нас, как может быть допущено существование неустроенных душ, которые изливают негативную энергию на воплощенные существа? Одно из объяснений – это то, что мы все-таки имеем свободу воли, даже в смерти. Другая причина может быть в том, что поскольку мы переживаем столько потрясений в нашей физической вселенной, то следует ожидать и духовных нарушений, и отклонений в процессе исхода душ. Развоплощенные несчастные души, которые попали в ловушку собственных заблуждений, возможно, являются частью более глобального плана, замысла. Когда эти души будут готовы, их возьмут за руку и уведут прочь из астрального плана Земли и сопроводят в их исконное место, в мире душ. Теперь я обращусь ко второму, более массовому типу беспокойных душ. Это те души, которые были вовлечены в преступные действия. Нам следует сначала разобраться, считается ли душа виновной или невиновной, когда она имеет отношение к преступному уму. Кто ответственен, ум души или человеческое эго? Или они представляют собой одно и то же? Может случиться так, что пациент скажет мне: «Я чувствую, что одержим некой внутренней силой, которая велит мне делать плохие вещи». Существуют ментально больные люди, движимые противоборствующими силами добра и зла, которые, как они считают, они не в состоянии контролировать. После многолетней работы с сверхсознательным умом людей, находящихся под гипнозом, я пришел к заключению, что человеческие существа, владеющие 5 типами чувств, могут негативно воздействовать на душу. Мы выражаем наше вечное «я» через основные биологические потребности и различные активизирующие нас обстоятельства окружающей среды, которые являются временными по отношению к воплощенной душе. Хотя не существует некоего скрытого дурного «я» внутри нашей человеческой формы, некоторые души не полностью ассимилировались. Люди, которые не находятся в гармонии со своим телом, чувствуют определенную отчужденность от проявления своей личности в жизни. Это положение не освобождает души от необходимости делать все возможное, чтобы не вовлечься в акты злой воли на земле. Мы видим это в работе человеческой совести. Важно, чтобы мы различали, что оказывает негативное воздействие на наш ум, а что нет. Слышимый нами внутренний голос, который может предложить нам нанести ущерб себе или кому-то еще, не является ни демоническим духовным существом, присутствием чего-то чуждого нам, ни злобным и предательским гидом. Негативные силы исходят из нас самих. Разрушительные импульсы эмоциональных расстройств, если их игнорировать, препятствуют развитию души. Те, кто прошли в своей жизни через личную травму, так и не исцелив ее, носят в себе семена своего собственного разрушения. Эта тоска воздействует на нашу душу таким образом, что мы перестаем воспринимать себя как целостное существо.
Например, дурные пристрастия, которые возникают как следствие какой-то личной травмы, боли, препятствуют здоровым проявлениям души и могут даже держать ее в плену у тела. Не означает ли высокий уровень насилия в современном мире, что сейчас на Земле возросло по сравнению с прошлым число душ, которые идут неверным путем? Помимо всего прочего, проблема перенаселенности и широкое распространение наркотиков и других химических средств, изменяющих состояние сознания, подтверждают это умозаключение. С другой стороны, во всем мире возрастает уровень сознания по отношению к человеческим страданиям. Мои субъекты рассказывают мне, что во всей эпохе кровавой истории Земли имелось большое количество душ, не способных сопротивляться и успешно противостоять человеческой жестокости. Определенные души, чьи тела имеют генетическую предрасположенность к ненормальной химии мозга, оказываются в особенно рискованном положении, если попадают в неблагоприятную среду. Мы можем наблюдать, как дети, серьезно травмированные в условиях физической и эмоциональной жестокости, с которой они сталкиваются в своих семьях, став взрослыми, совершают преднамеренные акты жестокости, без малейшего чувства сожаления. Поскольку души не созданы совершенными, их природа может быть загрязнена в условиях развития таких форм жизни. Если наши поступки особенно серьезны, мы называем их злом. Мои субъекты говорят мне, что ни одна душа изначально не является злой, хотя она может приобрести такой ярлык в человеческой жизни. Патологическое зло в человеческих существах характеризуется чувством личного бессилия и слабости, которые стимулируются беспомощными жертвами. Хотя души, которые оказываются участниками действительно жестоких действий, должны в основном считаться находящимися на низком уровне развития, незрелость души не означает, что она автоматически привлекает или провоцирует жестокое поведение поврежденных человеческих существ. Эволюция душ включает в себя переход от несовершенства к совершенству. И это в своей основе процесс преодоления многочисленных телесных проблем по ходу их жизни, ориентированный на выполнение задач. Души могут также иметь предрасположенность к выбору таких условий существования, когда они систематически избегают хорошей, правильной деятельности или деградируют. Таким образом, души могут повредить свою личность плохим выбором, неправильными жизненными решениями. Однако все души должны будут отчитываться за свое поведение в телах, которые они занимают. В следующей главе мы увидим, как душам представляется возможность вместе со своим духовным гидом просмотреть свою прошедшую жизнь до того, как они направляются в сообщество своих духовных друзей. Но что случается с душами, которые, используя свое тело, причиняли неимоверные страдания другим людям? Если душа не способна исправить или изменить свои чрезвычайно извращенные человеческие потребности в принадлежащем ей теле, то как она сможет отчитываться после жизни? Здесь традиционно возникает вопрос о попадании в рай или в ад за хорошие или плохие дела, потому что необходимость отчитываться долгое время являлась составной частью наших религиозных обязанностей. На стене моего офиса висит репродукция картины из древнеегипетской книги мертвых «Сцена суда», на которой изображен мифологический ритуал смерти, имевший место более 7000 лет назад. Древние египтяне культивировали идею смерти и загробного существования, потому что в их космическом пантеоне смерть объясняла жизнь. На картине виден только что умерший человек, попавший в место, расположенное между землей и царством мертвых. Он стоит рядом с весами,
и сейчас его будут судить за его прошлые дела на земле. Заправляет всей церемонией бог Анубис, который тщательно взвешивает сердце человека на одной чаше весов и страусиное перо истины на другой. Сердце, а не голова, представляло воплощение совести души человека для древних египтян. Это напряженный момент. Здесь же чудовище с головой крокодила, с раскрытой пастью, готовое поглотить сердце человека, если его дурные дела превысят то хорошее, что он сделал в жизни. В таком случае существованию этой души придет конец. Некоторые мои пациенты высказывали свое мнение на этот счет. Метафизически настроенные люди склонны утверждать, что никому не отказывается в том, чтобы войти в духовное царство после жизни, независимо от того, насколько неблагоприятным оказался перевес плохих поступков человека в прошлой жизни. Верно ли это убеждение? Всем ли душам дается одинаковая возможность вернуться назад, в мир душ, безотносительно деяний, совершенных ими в физическом теле? Отвечая на этот вопрос, я должен сначала упомянуть о том, что очень многие в обществе убеждены, что разные души идут в разные места. Современная теология больше не акцентирует внимание на идее адского пламени и серы для грешников. Однако многие религиозные течения указывают на духовное сосуществование двух ментальных сфер или состояний – добра и зла. Что касается плохих душ, то имеется древнее философское высказывание, указывающее на возможность отчуждения от божественной сущности как средство наказания после смерти. Тибетская книга мертвых, источник религиозных убеждений на тысячи лет более древний, чем Библия, описывает состояние сознания между жизнями, как время, когда зло, которое мы совершили, проецирует нас в духовную изоляцию. Если люди на Востоке верили в особое место для грешников, то не является ли эта идея подобной идее чистилища на Западе? Ранняя христианская доктрина определяла чистилище как переходное состояние, временной ссылки за незначительные духовные деяния против человечества. Христианское чистилище представляет собой место искупления, изоляции и страданий. В конечном итоге, после того, как вся негативная карма устранена, этим душам открывается доступ на небеса. С другой стороны, души, содеявшие смертные грехи, ввергаются в ад навеки вечные. Существует ли ад, навсегда отделяющий хорошие души от плохих? Вся моя практическая работа с душами моих субъектов убедила меня в том, что не существует места ужасных страданий для душ, разве что таким местом является сама Земля. Мне рассказывали, что все души после смерти отправляются в духовный мир, где с ними обращаются с великим терпением и любовью. Однако я узнал, что определенные души действительно изолируются в мире душ, и это происходит в период их предварительной ориентации под руководством духовных гидов. Они не проходят тот же путь активации, что остальные души. Те из моих субъектов, кто были слишком слабыми, чтобы преодолеть человеческий соблазн причинить вред другим, вернувшись в духовный мир, отправлялись в ссылку. Эти души не смешивались, как это обычно происходит с другими существами довольно продолжительное время. Я заметил, что те начинающие души, которые на протяжении ряда своих первых жизней на Земле пристрастились к негативной человеческой деятельности, также должны претерпеть индивидуальную духовную изоляцию. В конечном итоге их возвращают в их изначальную духовную группу, чтобы закрепить и углубить процесс обучения под бдительным контролем старших.
Это не наказание, а скорее своего рода чистилище, которое предназначено для перестройки или реструктурирования самосознания этих душ. Поскольку проступки могут совершаться на Земле в столь многих формах, духовные наставления и тип изоляции различны для каждой души. Варианты подбираются и устанавливаются во время предварительной ориентации после каждой жизни души. Время уединения и перевоспитания также может варьироваться. У меня были, например, сообщения о неустроенных или отклонившихся душах, которые вернулись на Землю непосредственно после периода изоляции с целью реабилитировать себя как можно быстрее хорошими поступками. Ниже приводится рассказ одного субъекта, который был знаком с одной такой душой. Случай 10. Доктор Ньютон. Ответственны ли души за поступки, совершенные в человеческом теле, которые причинили вред или зло окружающим их людям? Субъект. Да, особенно те, кто в своей жизни несправедливо и жестоко обращались с людьми. Я знаю одну такую душу. Доктор Ньютон. Что вы знаете об этой душе? Что произошло, когда она вернулась в духовный мир после такой жизни? Субъект. Он причинил боль девушке. Ужасно. И не воссоединился с нашей группой. Ему пришлось пройти всестороннюю обработку, потому что он совершил гнусные поступки, находясь в теле. Доктор Ньютон. Какова была мера наказания? Субъект. Наказание – это неправильное определение. Скорее, регенерация, обновление. Необходимо признать, что это зависит от вашего учителя. Учителя более строги с теми душами, которые вовлекаются в акты жестокости. Доктор Ньютон. Что в мире душ для вас означает выражение «более строги»? Субъект. Мой друг не вернулся к нам, к своим друзьям, после этой печальной жизни, где он причинил боль девушке. Доктор Ньютон. Вернулся ли он после смерти в мир душ через те же врата, что и другие души? Субъект. Да, но он не встретил никого. Он прямиком направился в место, где находился один на один со своим учителем. Доктор Ньютон. И что же потом с ним произошло? Субъект. Через некоторое время, не очень продолжительное, он снова вернулся на Землю как женщина, туда, где люди были жестоки, физически грубы. Это был сознательный выбор. Моему другу нужно было пережить это. Доктор Ньютон. Думаете ли вы, что эта душа обвиняла человеческий ум своего прошлого физического тела за оскорбительное обращение с девушкой? Субъект. Нет. Он принял то, что он сделал, на свой счет. Он обвинял себя за неумение преодолеть человеческие недостатки, слабости. Он захотел в следующей жизни стать женщиной, которая подвергнется насилию, чтобы получить понимание, чтобы оценить тот урон, который он нанес той девушке. Доктор Ньютон. Если бы этот ваш друг таки не понял бы урок и продолжал бы водиться с людьми, которые совершают порочные действия, могли бы его уничтожить, как душу в мире душ? Субъект. Долгая пауза. Нельзя полностью уничтожить энергию, но она может быть переработана. Негативность, с которой не удается справиться во многих жизнях, может быть исправлена. Доктор Ньютон. Как? Субъект. Неопределенно. Не путем разрушения, а путем перестройки. Субъект 10 больше не отвечал на такого рода вопросы. И другие субъекты, которые что-то знают об этих поврежденных душах, тоже имеют довольно скудную информацию.
позже мы узнаем немного больше о формировании и реставрации разумной энергии. Большинство сбившихся с пути душ в состоянии решить проблемы своего собственного загрязнения. Цена, которую мы платим за наши проступки, и вознаграждение, которое мы получаем за хорошее поведение, вращается вокруг законов кармы. Преступники, причиняющие вред другим людям, должны будут расплачиваться тем, что выступят в качестве будущих жертв в кармическом цикле воздаяния. В Бхагавад-гите, другом древнем восточном писании, выдержавшем испытание многих тысяч лет, имеется стих, в котором сказано: «Души, попавшие под дурное влияние, должны путем искупления восстановить свою утраченную добродетель». Ни одно исследование жизни после смерти не имело бы никакого смысла без выяснения того, какое отношение имеет карма к причинно-следственной связи и справедливому воздаянию для всех душ. Сама по себе карма не означает хорошие или плохие поступки. Скорее, это результат чьих-то позитивных и негативных действий в жизни. Утверждение о том, что в нашей жизни не бывает случайностей, не означает, что карма сама себя приводит в действие. Она продвигает нас вперед, преподнося нам уроки. Наша будущая судьба определяется нашим прошлым, которое мы не можем просто так отбросить, особенно если мы причинили вред другим людям. Ключом к дальнейшему развитию является понимание, что нам дана способность вносить поправки в нашу жизнь, а также мужество, чтобы совершить необходимые изменения, когда мы делаем что-то, что не идет нам на пользу. Благодаря тому, что мы, преодолевая страх, идем на риск, наша карма корректируется в соответствии с последствиями наших новых решений. В конце каждой жизни нас не встречает страшный монстр, желающий поглотить наши души, а мы сами становимся своими самыми суровыми критиками и судьями перед лицом наших гидов-учителей. Вот почему карма и справедлива, и милосердна. С помощью наших духовных советников и соратников мы даем справедливую оценку своего поведения. Некоторые люди, которые верят в реинкарнацию, полагают, что если негативно настроенные души не извлекают никаких уроков в течение определенного количества жизней, они будут уничтожены и заменены более доброжелательными душами. Мои субъекты отрицают это предположение. Не существует заранее разработанного и установленного для всех душ пути или способа самопознания. Как выразился один мой субъект, души командируются на Землю на время войны. Это означает, что душам дано время и возможность совершить изменения, необходимые для их развития. Души, которые продолжают негативно проявлять себя через свое человеческое тело, должны пытаться преодолевать эти трудности, постоянно предпринимая попытки изменить положение дел. Судя по тому, свидетелем чего я был, душа, которая готова работать на протяжении многих жизней на этой планете, в конце концов освобождается от негативной кармы. Остается открытым вопрос о том, должна ли душа считаться виновной полностью за неразумные, антиобщественные и разрушительные деяния человечества. Души должны научиться справляться тем или иным способом с каждой своей человеческой формой, приписанной им. Неизменная личностная сущность души придает определенный характерный отпечаток человеческому уму, который присущ именно этой душе. Однако я заметил странную двойственную природу отношений между умом души и человеческим умом. Я буду рассматривать этот вопрос в последующих главах, после того, как читатель побольше узнает о жизни души в духовном мире.